Привет, дорогие друзья! Мы с вами снова гуляем по Санкт-Петербургу. Сегодня удивительное место. Сегодня мы зайдем внутрь особняка Мясникова, побываем на очень красивом мероприятии и прогуляемся по району Чернышевская. Здесь очень много красивых улиц, так что располагайтесь поудобнее. И мы уже с вами видим тот самый особняк Мясникова, с которого мы начнем. История особняка берет свое начало в XIX веке, находится на улице Восстания, дом 45. Все началось с отставного поручика Ивана Мясникова. Он происходил из семьи ростовских купцов. И главное его достижение заключается в том, что он унаследовал большие деньги от своего дедушки и не потратил их все, хотя они с братом чуть не спустили просто все миллионы на развлечения, но купил участок земли, вот на котором сейчас находится этот особняк, и решил себе построить помпезный дом в барочном стиле. Действительно, он достаточно помпезен, и у него много архитектурных излишеств, но сейчас мы, конечно, это ценим, этим любуемся. Забегая вперед, скажу, что Иван прожил в этом особняке совсем недолго, и следующий хозяин покупает ближайший участок к этому зданию на Гродненском переулке и строит конюшни, оформляет сад и тем самым завершает архитектурный ансамбль. Вот сейчас территорию украшают к Новому году, и совсем скоро здесь развернется новогодняя ярмарка, и можно будет попить глинтвейн и купить себе каких-нибудь сувениров. Вот мы наблюдаем за процессом работы. Ну и идем внутрь здания. Особняк был построен в кратчайшие 2 года. И, как я сказала, внешнее убранство было выполнено в необорочном стиле, а для внутренних интерьеров были соединены разные стили, и это было вполне характерно для того периода. Как я уже сказала, Ивану и его брату Александру не удается долго пожить в своем особняке. Они втянуты в судебное разбирательство, которое затянулось на 14 лет, и одному из них стоило жизни, а другому блестящей карьеры. Следующий хозяин этого особняка Константин Варгунин, представитель известнейшей династии петербургских промышленников, купил особняк в 1894 году и в 1907 дарит своей дочери, которая сюда въезжает со своим вторым мужем, известным адвокатом. В тот период особняк стал центром притяжения светской жизни Петербурга XX века. В салонах собирались главные представители светского общества и выступали на сцене особняка. В те времена особняк посещали такие знаменитости, как Матильда Кшесинская, Федор Шаляпин, Всеволод Мейерхольд. Новый хозяин этого особняка был Николай Коробчевский, известный петербургский присяжный поверенный, то есть адвокат по-нашему. В своем кабинете он принимал много известных людей XX века, ученого Павлова, государственного и политического деятеля Керенского, адвоката Федора Плевака и других. После революции семья Коробчевских вынуждена была покинуть страну из-за угрозы ареста. Они оставляют особняк и эмигрируют в Норвегию, затем в Данию и в конечном счете осели в Италии. После революции история особняка разворачивается не самым лучшим образом. На долгие годы он и его история уходят в забвение. В советское время, в 1921 году, недолго после эмиграции семьи Коробчевских, особняк национализируют, и после этого здание отдают под Николаевскую железнодорожную больницу, которая находится внутри особняка более 40 лет. В 1963 году внутри особняка открывают кожно-венерологическую больницу после капитального ремонта. Эта больница также просуществовала более 40 лет и закрылась только в 2006 году. В период с 2006 по 2008 год были произведены грандиозные реставрационные работы. Вы видите сами, мы сейчас заходим в большой бальный зал, где сейчас проходят концерты. Мы, собственно, пришли на необычное мероприятие, на детские концерты, и кусочек из него вы услышите чуть позже. Так вот, удается вернуть облик особняка XIX века таким, как его задумывал архитектор. В 2008 году реставрация была признана лучшей в городе. И благодаря насыщенной истории и каким-то подлинным художественным элементам, которые сохранились по наши дни, особняк обладает высокой исторической и культурной значимостью. Он является памятником архитектуры XIX века и жизни Петербурга XX века. Сейчас особняк Мясникова — культурное пространство, в котором возрождается традиция аристократического общества Петербурга. Как я сказала, здесь проходят концерты классической музыки, арт-бранчи, лекции, балетные постановки, даже кинопоказы. Мы с дочкой пришли на
на концерт классической музыки для малышей, где можно слушать, ползать, двигаться, танцевать. Мне очень понравился формат. Жалко, что я не знала о существовании таких мероприятий, когда Ева была совсем грудничком. Не так много у нас концертных залов, куда можно с детьми 0+. Ну и, конечно, это не всегда удобно, не всегда возможно. Не хочется мешать другим слушателям. Один из немногих залов, где большинство концертов категории 0+, это концертный зал Академической капеллы Санкт-Петербурга, но там тоже нам делали замечания, и, конечно, вот формат таких концертов, где все для детей, где есть коврик, где совершенно нормально относятся к детской беготне и к крикам, но криков, я вам скажу, что практически не было. Дети очень внимательно слушали и впитывали в себя музыку. А дальше мы прошли в буфет. Это тоже подлинные сохранившиеся интерьеры. Мне очень понравилось, что в рамках посещения концерта можно было посетить кое-какие залы. А это вход в оранжерею. И здесь ты попадаешь как будто в итальянский дворик. Зимние сады были очень популярны в особняках XIX века, особенно его второй половины, особенно в Петербурге, где зелень и солнце мы видим всего лишь несколько месяцев в году, а здесь богатые хозяева могли побывать в зелени круглый год. И нам повезло попасть в еще одну гостиную. Здесь тоже стоит рояль, мебель того времени. А в этом зале тоже явно проходили концерты, потому что вот такие балкончики очень часто делали для музыкантов, чтобы они там играли и чтобы звук разносился по всему зданию. Ну, и мы снова с вами побываем на парадной лестнице, будем потихонечку спускаться. Конечно, во время мероприятия есть доступ не во все залы. Можно прийти на отдельную экскурсию в этот особняк, чтобы пройтись по всем залам. В прошлом году на первом этаже была организована новогодняя ярмарка. В этом году я не видела информации о ней, и, может быть, ее не будет. Будем следить за новостями.
Район около метро Чернышевская славится своими гастрономическими изысками и количеством заведений совершенно высококлассного уровня. И мы прогулялись до итальянского бистро «Флори». Могу отметить потрясающие, красивые, современные интерьеры, дорогой ремонт. И, конечно, была очень вкусная еда. Мы с удовольствием провели время. Я думаю, к середине месяца совершенно все будет украшено, откроются все возможные новогодние ярмарки, и я планирую сделать несколько больших новогодних выпусков, и все еще собираю вопросы от вас. Одно из видео я хочу сделать в формате вопрос-ответ. Я никогда такого не делала, но сейчас мне очень сильно захотелось. И вот под прошлым видео и под этим я вас прошу задавать мне вопросы на любые темы. Про Петербург, про мою жизнь, про семью, про творчество, про музыку, про что вы хотите. И я постараюсь на них ответить в следующих видео. В следующей части видео мы с вами прогуляемся по улицам в районе метро Чернышевская. Сейчас мы, в частности, недалеко от Таврического сада. И вот это здание в неорусском стиле – это здание музея Суворова. Музей открыт в 1904 году в честь 175-летия со дня рождения Суворова. Здание музея выполнено в стиле русской псевдоготики, как вы можете видеть, и напоминает такой средневековый замок. В музее представлены более 100 тысяч предметов, включая документы, картины, оружие, военную форму, личные вещи Суворова и его современников. А рядом находится музей оловянного солдатика. Вот справа маленькое здание. Прямо напротив музея Суворова расположился Таврический сад. Это один из старейших, красивейших парков города, расположенный рядом с Таврическим дворцом, но не в бесснежном декабре. Это важно отметить, потому что сейчас, конечно, здесь особо делать нечего. Сад был создан в 1783-89 годах как часть ансамбля Таврического дворца князя Григория Потемкина и был выполнен в стиле английского пейзажного парка с прудами, аллеями, зелеными лужайками. Лучше в конце видео я вам покажу тот вид парка и леса, в котором в любое время года просто хочется находиться, даже если зима задержалась и никак не дождаться снега. Мы с вами побываем в удивительном хвойном лесу, так что досмотрите это видео до конца. А сейчас мы с вами выходим на Фурштадтскую улицу. Название Фурштадтская происходит от слова «фурштадт», что в переводе с немецкого означает «лагерь». В XVIII веке на месте современной улицы располагался лагерь для солдат и артиллерийских подразделений. Впоследствии лагерь был перенесен, но название осталось. В XVIII-XIX веках Фурштадтская стала территорией дворянских усадеб и домов богатых горожан. В это время улица начала приобретать современный облик. Фурштадтская долгое время считалась одной из самых престижных улиц города. Здесь жили купцы, чиновники, интеллигенция. Я вам, конечно, расскажу про несколько домов на Фурштадтской улице. Про все, конечно, не расскажешь. Это дворец Малютка на Фурштадтской улице, дом 58. И это уникальное учреждение, где проводится торжественная регистрация новорожденных. Он был создан в 1965 году в рамках инициативы заменить церковные обряды крещения на светские церемонии. С тех пор здесь отмечаются особые моменты жизни семей петербуржцев. Здание дворца – это бывший особняк Спиридонова, построенный в конце
XIX века в стиле эклектики. Вообще улица Фурштадтская — это, мне кажется, самая семейная улица в Петербурге, потому что здесь вот следующее здание, которое мы с вами посмотрим, это ЗАГС. По той же правой стороне, в доме номер 52, вы увидите дворец бракосочетания номер 2. Он один из самых популярных ЗАГСов в Петербурге, наверное, после ЗАГСа номер 1 на Английской набережной. Это бывший доходный дом, построенный в XIX веке в стиле модерн. Здание отличается элегантным фасадом и роскошными интерьерами, что делает его одним из самых красивых мест для регистрации браков в городе. Учреждение было организовано в этом здании тоже в 60-х годах, и с тех пор здесь проводятся церемонии. Внутренние помещения сохранили элементы исторической отделки, изысканные лепнины, колонны, зеркала, ковку. Здесь, конечно, безумное количество особняков, доходных домов и других красивейших зданий, про которых, с одной стороны, нельзя не рассказать, с другой стороны, раз у нас такой немножечко семейный выпуск, мы с вами скоро подойдем к еще одному зданию из этой цепочки семейных ценностей. А вы пока подписывайтесь на этот канал, не забудьте поставить лайк этому видео и, конечно же, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылочка будет в описании. Там у нас такая теплая ламповая атмосфера. Я там бываю гораздо чаще. Вы и так это все прекрасно знаете. Так что просто переходите по ссылочке внизу и подписывайтесь. Я буду вам рада. И продолжая смотреть по правую сторону, мы с вами подходим к дому номер 36А, и это роддом номер 2. Он является одним из самых известных и престижных родильных домов в Санкт-Петербурге. Это перинатальный центр с богатой историей и современными медицинскими технологиями. Здание построено в классическом стиле, функционирует как родильный дом уже 75 лет. Оно продолжало работать даже в самые сложные периоды, включая годы блокады и когда здесь принимали роды в условиях холода и голода. Кстати, изначально здание было двухэтажным. И это мы видим по старым фотографиям, то есть доходный дом был всего в 2 этажа, и только в 60-х годах надстроили еще 2 этажа, чтобы принимать еще больше родов. И мы уже с вами подошли к станции метро Чернышевская. Она была несколько лет закрыта на ремонт, но в этом году открылась. Ура! Для всех жителей этого района это прекрасная новость. Станция метро Чернышевская была названа в честь писателя и публициста Николая Чернышевского. Она открыта в 1958 году и была первой станцией метро в северной части города. Мы потихонечку отходим от станции метро Чернышевская, но скажу еще немножечко про этот район, что основной его облик сформировался в 19-м, начале 20 века, и здания в этом районе выполнены в стиле эклектики, модерна, а также неоклассицизма. А улицы, такие как Кирочная, Чайковского, отличаются шириной и прямотой, что отражает городостроительные принципы эпохи. А сейчас мы с вами прогуливаемся по улице Маяковского до станции метро Маяковская, потому что нам удобнее именно эта станция метро. И сейчас в следующей части видео мы с вами отправимся за город. Конечно, мы все это делали в разные дни, но я решила собрать для вас такой семейный выпуск, теплый, чтобы вы немножечко окунулись в атмосферу как нашего любимого города, так и побывали с нами за городом в прекрасном хвойном лесу. И мы с вами прощаемся с шумным центром. И, внимание, телепорт! Мы отъехали всего лишь 35 километров от Петербурга и сняли такой вот домик с панорамной стеной в хвойном лесу среди вековых сосен. Как было потрясающе встречать рассвет, я вам передать не могу.
Ну и какой же отдых без бани? Для меня баня — это одно из самых наполняющих для меня ресурсных занятий в холодное время года. Если вы не ходите в баню, я не знаю, как вы выживаете в холодное время года, особенно в наших краях. И порой себя достаточно сложно выпихнуть и на какую-то поездку, и чтобы куда-то пойти. Но весь мой главный месседж заключается в том, что иногда просто нужно сделать одно маленькое волевое усилие, чтобы что-то себе такое придумать и знать, что тебе будет в моменте очень здорово, и что ты наполнишься, и у тебя появится гораздо больше энергии. Просто если ты чуть-чуть взломаешь свою жизнь, чуть-чуть сделаешь шаг в сторону от своей рутины и сделаешь что-то, может быть, для тебя несвойственное, но тебя это очень сильно наполнит, и к тебе придут силы и какие-то новые идеи. Отходя чуть в сторону от повседневности, мы можем посмотреть на всю нашу жизнь под каким-то другим углом и как-то немножечко перезагрузиться. Пообещайте мне, что сделаете что-нибудь такое для себя до конца года. Сколько раз хотелось все по-новому, все, что было, зачеркнуть и заново начать, чтоб смотреть и видеть дальше, чтобы жить, не зная фальши, и в толпе друг друга замечать. Не гадай, нас сбудется, не сбудется. Это правда неизменно, все в твоих руках. Вот такой у нас семейный получился влог. Не забудьте подписаться на канал, на телеграм-канал. И до встречи в новых видео. Чудесного вам предновогоднего настроения. И задавайте свои вопросы для влога «Вопрос-ответ». Увидимся совсем скоро. Пока-пока. Мой простуженный сердце.